Здравствуйте, друзья! Это Анапа, меня зовут Александр, полуполтинных фамилия моя. И вы на канале Альбатрос, и сегодня я расскажу вам, что сегодня в Анапе произошло. А произошел у нас ночью ураган, и все социальные сети, паблики переполнены различными фотографиями, видеосюжетами вот об этой стихии. Вот. Ну, а я сегодня хочу вам все это показать быстро, сжато, в течение, ну, может быть, 30-40 минут. Здесь вот у меня фоном идет трансляция блогера Юрия Заровского, который с раннего утра, значит, уже ходил со своей видеокамерой и показывал последствия разгула стихии на центральном пляже города Анапы. Вот. Ну, а я вас познакомлю с тем, что увидели обычные жители нашего города, то есть не блогеры, которые вот специально ходят, хотя это очень, конечно, здорово. Я сегодня сам сидел, кофе попивал и посмотрел вот то, что показывал Юра Азаровский. Большое ему, конечно, спасибо за это. Итак, мы с вами, друзья мои, сейчас переходим в паблики. В паблики переходим. Так, открылись и открываем, значит, сообщество. И ПВА, то есть подслушано в Анапе. Я первый раз сегодня это все смотрю, поэтому, ну, по крайней мере, вот ПВА я открываю первый раз. Итак, 3 часа назад. Здравствуйте. Во дворах домов на улице Горького 2 лежит поломанное дерево на кабелях высокого напряжения около ТП. Звонки в МЧС, дежурную администрацию города, управление ЖКХ с утра не приносят должного результата. Я, конечно, понимаю, что весь город борется с последствиями стихии, но это же двор жилых домов. Если упадет дерево, которое держится на кабеле, обесточится весь район, могут погибнуть люди. И 4 восклицательных знака ставит отправивший это сообщение. И давайте посмотрим картинку. Так, подождите, друзья. Прошу прощения, вот сейчас вы все увидите. Сейчас вы все увидите. Вот, значит, смотрите, вот эти старый, видимо, тополь пирамидальный. И действительно он тут обрезанный и лежит на кабелях. Конечно, все это очень страшно. Вообще, попутно посмотрим, до чего похабно сейчас стали делать вот эти вот, как они, вот эти провода, кабеля портят вид. Все это должно уже давно и в цивилизованном мире так делается, все это закапывается. Нет у нас все это, вот эти сопли висят везде, опутывают наши дворы и, конечно же, не украшают наш город. Вот. Так. Дальше смотрим. Забор на улице Калинина не выдержал. Дерево на набережной тоже не пережило ночной стихии 3 часа назад. И вот это дерево у меня, как вы видели, на заставке. Вот. Юра Азаровский сегодня очень просто сожалел, просто убивался гибели этой сосны. Он говорит, что эта сосенка, она, во-первых, украшала набережную нашу верхнюю, во-вторых, она ровесница его, Юры, и он ее помнит с детства. И вот ее выворотило с корнем, и ну, теперь все, ее теперь распилят и утилизируют. Никак ее не спасешь, назад уже не посадишь.
Вот, так, это не то маленечко. Так, и здесь у нас еще какое-то видео, да? Посмотрим, что такое. Да, забор. Забор, который огораживает какое-то аварийное здание. Видите, его сорвало. Понятно, забор, который огораживал аварийное здание, его, видите, вот сорвало. Так, ну это мы потом еще посмотрим, сейчас не будем, еще до этого мы не дошли. Так, что дальше? Ага, вот, улица Горького, Анапа. Смотрим. Иду по улицам смотреть, все ли обошлось без последствий. Ну нет, уже понятно, улица Крымская вся в ветвях, Горького вообще перекрыта, упавшей гигантской елью. Вы посмотрите, такого не было даже во время урагана, бушевавшего. Угу. Да, я это тоже не видел, конечно, тоже впечатляет. Тут пишет вот Александр Марценюк, пишет, убрали уже. И вот как это происходило. Видите, коммунальные службы, сразу вот эта вот штуковина, которая измельчает ветки, тут уже напилили на чурки. Прямо вот недалеко от Театральной площади, вот это самое Арт-авеню, вот эта надпись Анапа, и вот тут вот одним деревом стало меньше, и это, конечно, тоже очень-очень печально. Так, последствия ветерочка Мир кино. Посмотрим, что здесь. Еще одно дерево упало. Вывернуло прямо, смотрите, прямо вот. Угу. Да. Так, ну-ка, интересная информация для любителей футбола. Вчера я только говорил, что у нас на стадионе ничего не проводится. Так, собираем футбольную команду на профессиональном футбольном поле в Алексеевке, улица Спортивная, понятно. То есть не в городе, а в Алексеевке. Ясно. Дальше смотрим новости про ураган. Так, как говорится, без слов. Зацепило чуть-чуть дом. Вот такое дерево. Длинное, большое. Не выдержало удара ветра. Да, конечно, впечатляет. Целый баобаб вот кто-то написал. Угу. Анонимно. Здесь просто какая-то картинка. А что здесь произошло, непонятно. Понятно. Значит, рекламный щит упал и оперся на фонарный столб. Ну, а тут, да, мы уже увидели. Горького и другие улицы. Так, ну, что здесь у нас еще? Какие улицы? Это мы уже видели. Это как раз Горького, просто другой ракурс. Это еще одно дерево. Смотрите, это другое уже дерево. И тоже сосна. Или ель. И здесь вот тоже. Тут по-моему, ветвь упала. Да... Погулял ветерок.
Гулял ветерок. Так. Еще что-то где-то. Смотрим. Была стихия, да так что даже деревья повалило. Вот одно из Ого. деревьев у нас на набережной. Раскололо как. Но ничего страшного. Раскололо как. Очень коротко, конечно. Ветерок в Анапе. Здесь что у нас, люди? Тут посрывало, значит, какую-то рекламу. Ага, щит упал. Рекламный. Перевернуло... Сдвинуло с места, так скажем, навес контейнерной площадки. Заборчик покосился. На Рождественской вообще крышу снесло. Кто-то пишет, смотрите. Это у нас снесло крышу. Так, это уже другой сюжет пошел. Коротко люди, конечно, снимают, надо. Так. Станица Анапская, улица Тургенева, дом 7А. С понедельника с 16 часов сидит без света, оборван кабель. После вчерашнего ливня он вообще лежит в канаве с водой. Вот люди тоже подают сигнал. Шторм в Анапе. Отличный шторм в Анапе был сегодня. Но это вчерашний шторм, потому что выложили в 0 часов 10 минут. Вот. Но мы сейчас не шторм смотрим, а его последствия. Так, и не будем мы тоже сегодня читать какие-то другие новости, касающиеся там всяких там анапских проблем. Мы только шторм смотрим. Итак, смотрим вчера. Так, дождь. До этого все упавшие деревья. А теперь, другие новости. Часто вижу, что представители администрации отвечают в паблике. К тому же хочу задать вопрос, когда по улице Толстого и Некрасова и, конечно, Астраханской перестанут течь реки. И давайте посмотрим на эти реки. Вот так вот. Коротко, но краткость сестра нашего брата. Так, анонимно. Так, это он не то. Здесь у нас какая-то купальщица. Так. Купальщики нас не интересуют. Вот, нас интересует вот как плывет Астраханская. Давайте посмотрим. Кто-то снимает с верхней точки. Ух, целая река, да. Так, что происходит с домами Субсеха, улица Мира сегодня? Спасибо всем огромное. Вот, пожалуйста. Что вы не хотите к нам приезжать. Вот, что творится. Вода в доме. К нам никто не приезжает. Да. Оставили людей Делать без помощи. всё в воде. Так, Чехова объездная. Ну, это в машине, просто машина нахлебалась воды. Я это видел, кстати, сегодня мне попадалось. Это не будем смотреть. Так, Парковая 33, топит магазин Магнит. Посмотрим. Поплыли! Очень коротко. Так, здесь у нас что? Коротко о ситуации на дороге. Смотрим. Так, звук нам не нужен. Но
но видно, что да, машины плавают. Так. Переходим, друзья мои, в интересное в Анапе. Так, подождите, что я это? Не то нажал. Так, в интересное в Анапе переходим. Так. Угу. Природа вносит свои корректировки на пляже 40 лет Победы. Берег размыт. Берег размыт, камни вода разбросала. Так, здесь у нас, смотрите, бутылки попадали. Это дерево мы видели. Так. В результате залпового ливня на низинных участках улиц образовались скопления поверхностных вод. Также вода зашла в несколько дворов по улице Северная. Ну вот. Так это выглядит. МЧС тут уже развернули помпу и откачивают воду. Ну, вот здесь просто Анапа пешеходная зона, показана грязь, лужи. Это, конечно, тоже людей раздражает. Так, и это мы вчера видели. Так, сейчас мы, друзья, перейдем с вами. Давайте, знаете, куда? Ну, конечно же, вот... Конечно же, Facebook. И еще у нас будет, сейчас еще у нас будет с вами, сейчас я здесь свободный, как говорится, найду слот. И открою свой ЖЖ, а из него войдем в Анапу, в блокнот Анапа. Вот. И пока открывается мой, мы заходим в Facebook. В Фейсбуке мы смотрим группы, и в группах мы смотрим анапские группы. Так, анапские новости, что тут нам показывают? Так. Тут нам показывают вот что. Да, вот такие потоки воды, это, конечно, да, ужасно. Так, про 40 лет Победы мы уже видели. Так, это дерево мы видели. Ну, давайте посмотрим, может, здесь что-то есть. Оно еще, конечно, впечатляет, как вот это дерево свалило. Это у нас Угу. Так, это мы видели тоже. Это тоже видели. Вот, тоже, кстати, набережная. Давайте посмотрим. Это мы не видели еще. Это набережная наша. О, вывернула фотобудку и уронила. Тут тоже дерево вывернуло, раскололо.
И это мы тоже на проводах повисшие тоже видели. Так. Так, ну это вот бутылки пороняло на центральном пляже. Спасательная вышка накренилась, как Пизанская башня. Так. О, вот это да, вот это впечатляет, конечно, впечатляет. Угу. Да. Так, как мы теперь отсюда выбраться с этого? Так, выбрался. Так. Так, и это мы видели. И сейчас мы еще зайдем еще в какой-нибудь паблик, в группу. Давайте в болталку. Там у нас в болталке. Ну вот она поболталка. Что тут нам показывают? Значит, фонарь завалился на набережной тоже. Просто фотография без комментариев. Что еще? Так. Что у нас еще-то? Что-то как-то больше ничего. Так, смотрим. Анапа гражданская. Анапа гражданская тоже ничего. Так, анапские новости, Анапа инфо. Так. Все, ничего больше. И теперь мы переходим, друзья мои. Блокнот Анапа. Так, блокнот Анапа. Анапчане пришли 1 декабря на площадь к администрации с вопросами по генплану. Так, ну это у нас сейчас тоже не тема. Не тема. И здесь про разгул стихии ничего. Ну вот, в Анапе опять прошел ливень, улицы подтопило. Не то слово подтопило. Так, и сейчас, знаете, вот попытаюсь, я никогда этого не делал, а Инстаграм зайдем. Локальная версия должна работать у меня на компьютере. Так. Окна гнутся. Ну вот интересно. Давайте посмотрим. Ну, окна гнутся у всех. И у меня тоже. Да, тут только так можно посмотреть. Не разворачивается картинка. Вот видите? Окна гнутся. Это явление такое обычное. У меня тоже панорамное остекление и тоже окна гнутся. Но опыт показывает, что еще ни одно окно здесь не вырвало с корнем. Вот. То есть напор ветра вполне выдерживают наши окна. Так, что еще? Интересная картинка. Так, здесь тоже дерево повалилось. Хроники вчерашнего потопа с ветродуем. Ограда тут, как ее так выдуло, она ржавая вся оградка была. И вот возле института Шолохова повалило дерево. Меньше тенечка теперь тут будет. Да. Блогер какой-то новый такой появился, он ездит и на велосипеде и вот все показывает. Здесь крышу сорвало. Это у нас снесло крышу. Угу. Это моя дочка. Фотку сделала где-то. Где она это нашла, такое место, даже не знаю. Это как бы к делу не относится.
Так, здесь вот это. Сквозь стихию не переживает наше благоустройство пляжей. Видите, как сносит это все штормом. Сейчас покажу вам, как сам центральный пляж, выход к нему уничтожен. Здесь сейчас, видите, шторм, волны заходят прямо обратно туда, к пляжу. Здесь вот завалился спасательный домик, валяются вот эти вот бутылки. Выглядит это, конечно, прям очень грустненько. И вот смотрите, как обычно, здесь тоже все размыло. Лавочки чуть в море не уплыли. Ну и та же система по размытию берега непосредственно на входе в центральный пляж по улице Гребенской. Можете увидеть, как это тоже стрёмненько выглядит. И до сюда теперь доходят волны из моря, чтобы вы понимали. Но это вот наша лаунж-зона, на которую приглашают отдыхать, типа летний зимний пляж. Заходите на YouTube, там идет сейчас трансляция, посмотрите. Так, вот. Это опять моя дочка с какими-то собаками. Так, ну это нас не интересует. Здесь крышу сорвало, уже видели. Так, здесь у нас еще, ну давай посмотрим, что тут такое. Хорошо, делайте ставки, господа. Как думаете, ляжет забор на кладбище или нет? Тут вот так уже. Тут уже ни на чем не держится. Тут тоже оторвало. Да, тут уже ни на чем не держится. Ух, как я его не люблю, этот забор. Мне хочется тут красивую лавочку из основания для забора сделать, а за ней посадить живую изгородь. Я разделяю мнение этого блогера. Действительно, здесь никакой забор не нужен. Не нужно прятать наших мертвых, как будто мы их стыдимся. Кладбище — это память людская. И многие люди приезжают, когда на отдых. Они, кстати, есть такой разряд людей, которые идут на кладбище, чтобы посмотреть на какие-то могилы, известные могилы. А у нас там есть тоже и герои Советского Союза похоронены, и поэтому не надо прятать кладбище. Правильно он говорит. Здесь вместо вот этого железа нужна живая изгородь. Вот, поэтому абсолютно согласен с блогером. Так, здесь вот тоже, да, завалилось дерево. Ну да, это у кинотеатра. Жалко, конечно. Мир кино, да, упало. Дерево тут красивое. Здесь тоже покосился рекламный щит, но устоял. Здесь в центре Анапы тоже. Горько у нас еще одна елка. К сожалению, легло очень много обломанных веток везде, но елочку еще одну прям очень жалко. Я не могу смотреть на деревья, мне прям плакать хочется. Я просто ценю и люблю каждое дерево города Анапы. И вот такие вот, конечно, последствия, что погибают наши деревья, которые на пересчет у нас, прям очень жалко. Да. Иду по улицам смотреть, все ли обошлось без последствий. Но нет, уже понятно, улица Крымская вся в ветвях, Горького вообще перекрыта, упавшей гигантской елью. Вы посмотрите, такого не было даже во время урагана. Да, тоже мы это уже видели. Дерево на проводах. И, в общем-то, вот они уже стали появляться повторы. И, в общем-то, все понятно, что самое-самое-самое мы уже с вами посмотрели. Здесь уже коммунальные службы все ликвидируют. Так, и что мы еще? Ну, давайте посмотрим. Знаете, что еще? Сейчас посмотрим с вами. Еще Анапа Медиа. Может, там какие-то цифры приведены или что-нибудь. Такой более такой обстоятельный канал. Так, а пока Анапа Медиа открывается, я сейчас зайду на свою трансляцию и посмотрю, может, и вы что-то здесь уже написали.
ну вот, открылась на Анапа Медиа. Все новости. Так, пистолет, изъятый в Анапе у водителя мопеда, оказался боевым. С глушителем, кстати, пистолет. Ну, сегодня мы не об этом, мы сегодня о стихии, поэтому... Вот, в Анапе коммунальщики завершают ликвидацию последствий разгула стихии. Так, завершают. Вот как раз и мы к завершению нашего обзора как раз эту новость и прочитаем. Всего за минувшие сутки на территории города-курорта выпала полуторамесячная норма осадков. Минувшей ночью порывы ветра достигали 25 метров в секунду. В результате на некоторых участках пострадали линии электропередач, ветром обломало ветки деревьев. В настоящий момент без света в муниципалитете остаются более 6000 человек. Аварийные бригады энергетиков продолжают восстановительные работы. Всю ночь специалисты муниципальной службы спасения и водоканала откачивали воду с дворовых территорий по улице Северной и Субсехи. В настоящее время коммунальщики завершают работу по очистке города, проводят обрезку веток, убирают мусор, моют улицы. Всего в устранении последствий стихии задействовано более 100 человек и свыше 20 единиц техники, сообщает пресс-служба мэрии Анапы. Так, и один зритель у меня на канале, добрый зритель в 9-м ряду, или в каком ряду вы сидите? Наверное, это Алексей из города государственного преступника. И за 32 минуты, друзья, мы с вами успели много чего посмотреть. Сейчас давайте еще зайдем, время остается, зайдем тогда еще, сейчас мы ВКонтакте. И ВКонтакте еще посмотрим какую-нибудь группку. Анапское Черноморье. Ну, это официальная газета. Так, поэтому там все официально. Анапа Тудей. Давайте вот Анапа Тудей посмотрим. Анапа Тудей, Анапа Сюдей. Ну, тут то же самое, что полуторамесячная норма осадков. Вот как здесь работают, так скажем, верхолазы, которые ликвидируют последствия. Вот так вот они пилят на высоте деревья, обвязываются тросами. Очень все такое сложное оборудование у них. Вот. Ну, здесь ветки не перемалывают, просто убирают в кузов автомобиля. Ну, конечно, да, смотрите, какие огромные, прямо жалко, конечно, деревья. Ну, что поделать, это стихия, это природа. Когда человек пилит ни с того ни с сего дерево, конечно, там можно возмущаться, а здесь уже кому жаловаться? Никому не пожалуешься. Этот год как никогда щедр на катаклизмы. Вот уж и град пошел. Да, сегодня, кстати, еще и град был. Ждем снега и морозов. На различные службы аварийно-спасательные. Работы хватает на всех объектах. Сейчас очень много поврежденных электропередач. Электрики работают в аварийном режиме, пытаются восстановить. На данный момент... Понятно, такой отчетик. Град.
Анапе 2021 год, 1 декабря. С началом зимы в город пришли потопы, шторма и сильные ветра. Посмотрите, как разносит у нас весь наш центральный лечебный пляж. Это очень печальное зрелище. И скорее надо выбегать всем арендаторам, чтобы спасти, чтобы его не размыло окончательно, не унесло. Угу. Халатное отношение вообще-то легко может стать уголовно наказуемым. Здесь что-то вся эта щитовая разобрана. Дерево упало, это мы знаем. Собаки. Номера вот здесь носят с машин, и их тут энтузиасты выкладывают в сеть, чтобы хозяева нашлись и разобрали. Так, ну, в общем-то, и все, друзья мои. Все мы посмотрели, совсем познакомились. Спасибо, кто был со мной на этой трансляции. Сейчас я посмотрю, как она идет у меня. Идет она, не идет. Ну вот, все идет, поэтому вы вот также все это видите. Ну вот, все идет, поэтому вы вот также все это видите. О! Друзья мои, ну так нечестно. Вот только что было всего 1 человек, и тут 4 уже человека, и я даже не знаю, как быть. Друзья мои, ну так нечестно. Вот только что было всего 1 человек, и тут 4 уже человека, и я даже не знаю, Ну все, друзья, моя трансляция на этом закончена. Спасибо, что вы сегодня были со мной. Сегодня эфир посвящался обзору пабликов, и мы смотрели, как пострадал наш город, как пострадали деревья после удара вот этого мощного ветра,
который в интернете называют ураганом. Ну, на самом деле, я не знаю, является он таковым или нет, но ветер был очень сильный, и я даже сам сегодня ходил тут за чайником, вы про чайник, наверное, уже смотрели мое видео, вот, и видел, как на улице Северной ветер завалил огромный рекламный щит, вот, поэтому да, такое в Анапе бывает, жалко, конечно, пострадавшие деревья, но я думаю, ничего, высадят новые, жизнь продолжается. Всем желаю, друзья мои, крепкого здоровья, долгих лет жизни. И смотрите мой канал, подписывайтесь на него, задавайте вопросы. Я уважаю тех зрителей, которые вот проявляют какую-то активность. То есть пишут комментарии, ставят лайки, иногда ругают меня. Все это хорошо. Вот. Поэтому, друзья мои, всем пока. Всем пока и до новых встреч. И сейчас я все погашу, все свои осветительные приборы. Такие вот эксперименты со светом. Ой, интересно, встала, почему-то свет сразу пожелтел так. Хм. Это мои стихи. И сейчас я прочту стихотворение, которое тоже посвящается стихии. И я сейчас, ну то есть как бы официально трансляция уже закончена, это я уже просто буду валять дурака, поэтому я сейчас зайду вот, знаете куда? На YouTube. Мне музыка нужна для сопровождения. Ну, заодно посмотрите, где я беру музыку.
красиво в темноте. И незаметно, что мы никак не можем доделать ремонт. Да. Музыка-то будет слышна или не будет? Интересно. Давайте вот как раз и заодно проэкспериментируем. Так, музыка мне нужна будет печальная. И даже может быть не просто печальная, а мрачная. Ну и продолжительностью... Так. Я приду к тебе в дождь, когда улица асфальт превратится в пучину, когда добрый хозяин не выпустит из дому пса. Я приду к тебе в дождь, безо всякой на это причины. Только все же пойми, только все же поверь, неспроста. Я тебе расскажу, как надеюсь, как жду и страдаю, как не сплю по ночам и пером по бумаге скреплю. Я тебе расскажу, как люблю я тебя, дорогая, как тебя жизнь своей разнесчастной люблю. Только ты не молчи. Мне нельзя не услышать хоть слово, только чтобы оно не убило меня наповал, чтобы снова любить, чтобы ждать и надеяться снова, и писать, как еще никогда не писал. Ну вот, нормальная получилась эксперимент.